Марина уложила полуторагодовалого сына спать и с облегчением опустилась на диван рядом с мужем Александром. День выдался насыщенным, и супруги решили пораньше лечь. Внезапно Марина с легкой тревогой обратилась к Александру. «Саша, тебе не показалось, что Мася вчера ночью как-то странно себя вела?» Он, перевернувшись на бок и зевнув, ответил: «Не придумывай, с нашей старушкой все в порядке». На протяжении 8 лет, что Мася живет с ними, она стала для них настоящим членом семьи, умным и ласковым животным с ярким характером. Александр любил свою кошку, которую взял из приюта в Вильнюсе, когда она была еще крошечным пушистым клубком. Он придерживался мнения, что кошки — одни из самых интеллектуальных домашних животных, их когнитивные способности сопоставимы с уровнем 2-летнего ребенка. Хотя у Александра не было специального образования, он считал себя знатоком кошачьей психологии. С появлением сына Максима привычки Маси изменились. Она часто проводила время в детской, сидя на полке над изголовьем кроватки. Максим подрастал, учился вставать, тянул ручки к пушистой подруге, и между ними завязалась крепкая дружба. Однако однажды ночью Марина, проснувшись от шипения, решила, что ей это приснилось. На следующий день, вспомнив ночной инцидент, она была в замешательстве и не знала, как к этому относиться. В ту же ночь Марина снова услышала странные звуки, но на этот раз все же встала проверить детскую. То, что она увидела, поразило ее. Мася сидела, выгнув спину, и внимательно смотрела на Максима, который, испугавшись, держался за бортик своей кроватки. «Мася, прекрати!» — громко сказала Марина, повторяя команду несколько раз, прежде чем кошка успокоилась. Она схватила сына и унесла его в спальню, наказав кошке оставаться одной в детской. Утром Александр, увидев спящего Максима в их кровати, поинтересовался, что же произошло. Марина рассказала о ночном происшествии. Хотя он не стал спорить, у него возникло беспокойство. Он зашел в детскую и заметил, что ничего странного не изменилось. Мася себя вела спокойно. Тем не менее, он решил выяснить, что могло вызвать такую реакцию у кошки. Супруги договорились не беспокоить Масю, но просто наблюдать за ней с помощью детской камеры. На следующее утро они увидели, что в полночь кошка снова начала шипеть, и Максим проснулся, заплакал. Марина, перепуганная, заметила: «Ты слышишь, она даже в нашей спальне теперь шипит». Она начала переживать за сына, и разговор между супругами накалился. «Может, ее в приют отдать?» — предложила она. Эта идея сильно разозлила Александра. «Ты что, хочешь избавиться от нее за то, что она охраняет Макса?» Он не мог поверить, что Марина могла так подумать. Александр продолжал отстаивать свою точку зрения. «Мася — часть семьи. Я уверен, что она защищает Макса». Слезы выступили у него на глазах от понимания, что его жене такая ситуация кажется ненормальной. Он вспомнил, как однажды кошка бросилась под машину, спасая котенка на оживленной улице, и это укрепило его веру в ее добрые намерения. Наконец, ночью Марина предложила, чтобы они с Александром и Максимом переночевали в детской, а она осталась одна в спальне. Ночь прошла спокойно, но через час Мася вдруг резко подняла голову, ее усы задрожали. Она почувствовала что-то неладное. Александр включил фонарик и увидел в углу комнаты черное пятно. Это был ядовитый паук. «Вот ты где?» — прошептал он, быстро поймав его. Утром он отнес паука к своему знакомому Павлу, который подтвердил, что это каракурт и что он смертельно ядовит. Александру было не по себе от осознания, что они избежали опасности благодаря Масе. Он сказал Марине: «Мася нас спасла». В прямом смысле. Она обняла кошку и сожалеюще произнесла: «Прости меня, Мася». Их сын, позвав кошку, весело улыбнулся, и она гордо отправилась к нему, радуя всех вокруг.
В этот момент Александр и Марина поняли, что истинная дружба и защита могут проявляться в самых неожиданных моментах. Их семья стала крепче, а Мася заняла еще более важное место в их жизни. И они с благодарностью смотрели на своего пушистого защитника, понимая, что ни одна любовь не зря.